Представьте, что прямо сейчас, в эту самую секунду, существует мужчина, чей разум полностью оккупирован вами. Ваш образ преследует его, ваш смех звучит навязчивой мелодией в его мыслях, а ваше имя – это пароль к его подсознанию, который он вводит десятки раз на дню. Он может быть мастером маскировки, чемпионом по покерфейсу, но его тело – наглый и болтливый предатель, который уже давно слил всю правду с потрохами. Он по уши влюблен, а вы, скорее всего, этого даже не осознаете. Почему? Потому что всю жизнь нас учат, что психология отношений – это про слова, обещания и громкие декларации, в то время как истинное мужское влечение – это безмолвный шифр, взломать который не могут 97% женщин. То, что вы сейчас узнаете, не просто перевернет ваше представление о мужчинах, это вручит вам универсальный ключ к их душам, эдакую отмычку к сейфу с его истинными чувствами. Мы не будем заниматься гаданиями или разглядыванием кофейной гущи. Мы обратимся к тяжелой артиллерии, к идеям великого и чего уж там, чертовски проницательного Карла Юнга. Именно он обнаружил, что когда мужчина по-настоящему любит женщину, его бессознательное переходит в неконтролируемый режим, выдавая сигналы, которые подделать физически невозможно. И пока женская психология заставляет вас анализировать его сообщения и искать скрытые смыслы между строк, мужская психология уже давно кричит о его чувствах языком тела. Это не тихий шепот, это оглушительный рев, который нужно просто научиться слышать. Мы с вами отправляемся в самое сердце психологии любви, и нашим проводником будут умные мысли и концепции отношений по Карлу Юнгу. И прежде чем мы начнем это погружение, давайте разберемся, кто сегодня с нами в этой лодке. Если вы здесь, потому что хотите расшифровать тайные сигналы мужчины, просто напишите в комментариях одно слово «здесь». А если вы мужчина, который пришел заглянуть в собственное подсознание, напишите «тут». Посмотрим, кто сегодня в большинстве – искатели или исследователи. И не забудьте оплатить наш труд местной валютой, лайком и подпиской, ведь мы стараемся для вас. Безмолвный шифр мужского сердца. Трагедия современных отношений в том, что мы ищем не там, где потеряли, а там, где светлее. Мы ждем вербальных подтверждений, в то время как самые честные признаки влюбленности лежат на поверхности, скрытые в его жестах, взглядах и даже в молчании. Это и есть главный вопрос. Как понять, что ты нравишься мужчине, если он молчит как партизан на допросе? Ответ до смешного прост. Перестать его слушать и начать его видеть. Если мужчина любит по-настоящему, а не просто разыгрывает дешевый спектакль для одного зрителя, его поведение влюбленного мужчины меняется на фундаментальном, инстинктивном уровне. Он может сколько угодно убеждать себя и вас, что это просто симпатия, легкий флирт, или мы просто друзья. Но его тело уже давно приняло решение и вынесло вердикт. У него серьезные намерения мужчины. Эти признаки симпатии от мужчины – это не то, что он может срежиссировать или сыграть. Это не актерская игра для получения Оскара в номинации «Лучший любовник», а первобытная, почти животная реакция, уходящая корнями в самые глубокие слои его психики, где живет тот самый архетип возлюбленного, о котором говорил Карл Юнг. Когда этот архетип активируется встречей с той самой женщиной, мужчина сам себе не хозяин. Его бессознательное берет штурвал и начинает транслировать тайные знаки симпатии, которые может распознать только тот, кто знает код. Как говорил сам маэстро, встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ. Если есть хоть малейшая реакция, изменяются оба элемента. Вот почему, когда мужчина скрывает чувства, он похож на котел с плотно закрытой крышкой. Пар все равно найдет, где вырваться наружу. И наша задача – научиться видеть эти струйки пара, пока остальные смотрят на крышку. Он может быть сдержан в словах, но его поступки будут кричать о его чувствах, как уличный глашатай. Подумайте вот о чем. Один мужчина может исчезнуть при первых же трудностях, оставив вас в круговороте сомнений и тревоги. Другой же, наоборот, в моменты кризиса становится еще более настоящим. Его присутствие становится почти осязаемым. Один заинтересован лишь в моменте, в яркой вспышке, другой уже бессознательно видит вас в своем будущем,
вплетая ваш образ в свои долгосрочные планы. Разница между ними колоссальна, и она определяется не словами, а именно этими неконтролируемыми сигналами. Это разница между дешевой бижутерией и настоящим бриллиантом. Одно блестит на свету, другое сияет изнутри, даже в полной темноте. Понимание этого языка дает вам колоссальное преимущество. Вы перестаете быть жертвой обстоятельств и чужих игр и становитесь хозяйкой положения, способной видеть истину за пеленой слов и обещаний. Что скрывает его молчание? Почему же они молчат? Почему мужчина, который, казалось бы, готов свернуть для вас горы и достать луну с неба, с таким трудом выдавливает из себя 3 заветных слова, будто сдает кровь из вены без анестезии? Ответ кроется в жестком социальном программировании, которое начинается с пеленок. С самого детства мальчикам вбивают в голову деструктивные и калечащие психику установки. Мужики не плачут, не ной, ты же не девчонка. Будь сильным, никому не показывай слабость. Эта многолетняя эмоциональная кастрация приводит к тому, что к взрослому возрасту многие мужчины просто не имеют развитого инструмента для вербализации своих глубоких чувств. Они могут часами с упоением говорить о работе, о политике, о футболе или о новой модели автомобиля. Но когда дело доходит до любви, их словарный запас скукоживается до размеров грецкого ореха, а язык превращается в неповоротливый кусок мяса. Но, как мы уже поняли, тело никогда не лжет, оно – самый честный собеседник. И здесь в игру вступает не только психология, но и чистая, незамутненная биохимия. Когда мужчина искренне влюблен, его мозг превращается в настоящую нарколабораторию, работающую в 3 смены и без выходных. Его личный дилер по имени дофамин, нейромедиатор удовольствия, отвечает за чувство эйфории и награды, заставляя его искать вашего присутствия почти с маниакальной одержимостью. Это не рациональное решение, это химический приказ, который его мозг отдает всему телу. Найди ее, будь рядом с ней, и получишь дозу. Затем в дело вступает окситоцин, так называемый гормон привязанности или гормон объятий, который создает прочную биохимическую связь и активирует древний инстинкт защитника. Он буквально заставляет мужчину чувствовать потребность заботиться о вас, оберегать и обеспечивать вашу безопасность, как физическую, так и эмоциональную. Это не рыцарство из книг, это его биология в действии. Именно поэтому, когда вы вместе, начинают происходить странные, почти мистические вещи, которые Юнг называл синхронистичностью, осмысленные совпадения, которые кажутся магией, но на самом деле являются маркерами глубокой бессознательной связи. Он звонит в тот самый момент, когда вы о нем подумали, вы внезапно обнаруживаете, что у вас общие, совершенно неочевидные интересы, мечты или даже детские травмы. Ваша жизнь будто бы начинает идти в одном ритме, как 2 идеально настроенных инструмента в оркестре. Это не мистика. Это ваше бессознательное улавливает сигналы его бессознательного. Юнг считал, что в каждом мужчине живет анима, бессознательный, архетипический образ идеальной женщины. И когда он встречает ту, что резонирует с его анимой, происходит щелчок, внутреннее узнавание. Он чувствует себя целостным, завершенным, будто нашел недостающий пазл самого себя. И это чувство настолько глубокое, что любые слова кажутся пошлыми, плоскими, недостаточными для его выражения. Как говорил сам Юнг, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой. Так давайте же сделаем его бессознательное сознательным для вас, и возьмем судьбу в свои руки. Мы с вами только что разобрали, почему мужчина ведет себя так, а не иначе. Мы заглянули в теоретическую часть, в его голову, полную Юнга, и в кровь, полную дофамина. Но теория без практики мертва. Это просто набор красивых слов. Если вам показалось, что это уже было глубоко, то пристегните ремни и держитесь крепче. В следующей части мы переходим от почему к как. Мы разберем на атомы те самые 8 безошибочных знаков конкретных действий и сигналов, которые с головой выдают влюбленного мужчину. Это будет уже не философия, а чистое практическое руководство к действию, почти шпионская инструкция. Готовы к настоящему разоблачению? Язык тела влюбленного мужчины. Итак,
Мы разобрались с теорией. Теперь к мясу, к самой сути. Переходим от философских размышлений к конкретным, осязаемым инструментам. Перед вами 8 ключей, 8 маркеров, которые с головой выдают истинные чувства мужчины. Это не гадание, это наблюдение. Забудьте о том, что он говорит. Смотрите на то, что он делает. И не забудьте поддержать наш канал лайком и подпиской, если цените контент, который заставляет думать, а не просто потреблять. Первый и самый мощный знак во взгляде. Глаза, как банально бы это ни звучало, это действительно зеркало души, а в случае влюбленного мужчины это широкоформатный экран, транслирующий его внутреннее состояние в HD-качестве. Речь не о похотливом взгляде, который раздевает вас за 3 секунды. Такой взгляд пустой, он сфокусирован на объекте. Мы говорим о взгляде глубокого узнавания, как будто он смотрит сквозь вашу физическую оболочку и видит нечто родное и давно знакомое. Это и есть то, что Юнг называл созерцанием анимы, когда мужчина видит в женщине отражение своего внутреннего идеала. Наука это подтверждает. Когда мы смотрим на того, с кем чувствуем глубокую связь, наши зрачки непроизвольно расширяются. Это рефлекс, который невозможно подделать, даже если бы он очень старался. Он будет поддерживать зрительный контакт дольше обычного, словно пытается запомнить каждую деталь, каждую родинку, каждую искорку в ваших глазах. И самый верный признак, когда вы ловите его взгляд на себе в тот момент, когда он думает, что вы не смотрите. Он не пялится, он созерцает. Он наблюдает, как вы смеетесь, как общаетесь с другими, как поправляете волосы. В этот момент для него не существует никого другого. Это взгляд, полный восхищения и тихой нежности, и он говорит больше, чем 1000 самых пылких признаний. Второй безошибочный знак в том, как он управляет своим временем и пространством. Когда мужчина по-настоящему вовлечен, он бессознательно реорганизует свою жизнь, чтобы вписать вас в нее. И это не жертва, не одолжение. Это инстинктивная потребность. Он не будет кормить вас завтраками или говорить, что слишком занят. Запомните, мужчина, который постоянно занят для вас, занят просто не вами. Влюбленный мужчина, наоборот, будет двигать свое расписание, менять планы и перекраивать приоритеты, чтобы просто провести с вами больше времени. Он не пропадает на несколько дней без объяснения причин, заставляя вас играть в угадайку. Его присутствие в вашей жизни становится константой. И еще более показательно то, как он управляет физическим пространством. Его тело, как компас, всегда будет указывать на вас. В компании его ступни будут направлены в вашу сторону, даже если он говорит с кем-то другим. Он будет находить предлоги, чтобы сократить дистанцию, передать что-то, присесть поближе, убрать с вашего плеча несуществующую пылинку. Это не пошлое пикаперство. Это бессознательное стремление быть в вашем поле, в вашей ауре. Он инстинктивно хочет быть ближе, и его тело выполняет этот приказ раньше, чем мозг успевает его сформулировать. Третий знак, возможно, один из самых трогательных, это его избирательная память. Наше бессознательное – это гениальный фильтр, который отсеивает 99% информации как мусор и сохраняет только то, что считает эмоционально значимым. У влюбленного мужчины развивается почти фотографическая память на все детали, связанные с вами. Он помнит ту глупую историю о вашем хомячке из детства, которую вы рассказали мельком. Он помнит, какой кофе вы пьете и что у вас аллергия на лилии. Он заметит, что вы сменили оттенок помады или сделали новую стрижку, даже если вы сами считаете это незначительным. И это не потому, что он сознательно пытается вас впечатлить, зубря факты о вас, как студент перед экзаменом. Его мозг делает это автоматически, потому что вы стали для него приоритетом. Информация о вас помечается в его системе тегом «сверхважно». Как говорил Юнг, это и есть психическое присутствие, когда человек занимает в наших мыслях привилегированное место. Если мужчина помнит о вас такие мелочи, о которых забывают даже ваши подруги, знайте, вы живете в его голове и, похоже, уже успели обставить там все по своему вкусу. Четвертый знак – это эмоциональная уязвимость. Мужчин с пеленок учат носить доспехи, скрывать слабости и быть несокрушимыми скалами. Когда мужчина начинает делиться с вами своими страхами, неуверенностью, мечтами и даже прошлыми неудачами,
Он делает нечто чрезвычайно редкое и ценное. Он добровольно снимает эту броню в вашем присутствии. Это не значит, что он будет постоянно ныть и жаловаться. Нет, это не про слабость, это про доверие. Уязвимость может проявляться в мелочах. Он делится с вами переживаниями о сложном проекте на работе, рассказывает о мечте, о которой никому не говорил, или признается в каком-то своем несовершенстве. По сути, он без слов говорит: «Я доверяю тебе настолько, что готов показать ту свою часть, которую прячу от всего остального мира». Юнг называл это раскрытием тени. Тень – это те части нашей личности, которые мы считаем неприемлемыми и скрываем. Позволить кому-то увидеть свою тень – это высшая форма эмоциональной близости. Если мужчина делает это, он не просто влюблен. Он видит в вас своего союзника, своего человека, с которым можно быть настоящим. Мы с вами разобрали половину ключей, и это были фундаментальные базовые сигналы. Если это вас уже заинтриговало, то приготовьтесь. Следующие знаки касаются не только его внутреннего мира, но и того, как он начинает менять свой внешний мир, чтобы вы стали его неотъемлемой частью. Мы переходим от личного к социальному, и здесь обман становится практически невозможным. Пятый знак – то, как он интегрирует вас в свой социальный круг. Мужчина, который просто играет или не уверен в своих чувствах, будет держать вас в отдельном, изолированном ящичке своей жизни. Вы можете встречаться наедине, но его друзья будут для вас мифическими персонажами, а о существовании его семьи вы будете только догадываться. По-настоящему вовлеченный мужчина делает все наоборот. Он инстинктивно хочет, чтобы вы стали частью всех аспектов его жизни. Он знакомит вас со своими самыми близкими друзьями, причем не формально, а с гордостью, как будто представляет им ценнейшее сокровище. Он говорит о вас со своей семьей, включает вас в важные события, будь то день рождения его мамы или шашлыки с друзьями. Он не скрывает ваше существование, напротив, он хочет, чтобы весь его мир знал о вас. Это бессознательный маркер того, что он видит в вас не временным эпизодом, а постоянной и важной частью своей идентичности. Шестой знак – то, как он проецирует будущее. И здесь речь не о том, что он на втором свидании начинает обсуждать имена ваших будущих детей. Это скорее красный флаг. Речь о естественном и непринужденном включении вас в свои долгосрочные планы. Он говорит о поездке, которая состоится через полгода, и как бы само собой разумеется, что вы поедете вместе. Он обсуждает концерт любимой группы, которая приедет через год, и спрашивает, пойдете ли вы. Он говорит: когда мы поедем, нам нужно будет. Используя местоимение «мы» так органично, будто по-другому и быть не может. Он не давит и не навязывает. Это происходит естественно, потому что мысли о будущем без вас просто не приходят ему в голову. Он может рассказывать о своих жизненных целях, амбициях, проектах, и слушая его, вы вдруг понимаете, что он уже как-то незаметно вписал вас в эту картину, оставив для вас важную роль. Это признак того, что в его сознании ваши временные линии уже пересеклись и пошли параллельно в одном направлении. Седьмой знак, один из самых первобытных, это инстинкт защищать. И снова, важно не путать это с токсичной ревностью, контролем или собственничеством. Речь о подлинной, искренней заботе о вашем физическом и эмоциональном благополучии. Это поведение глубоко укоренено в мужском бессознательном. Юнг называл это комплексом хранителя. Он проявляется в тысячи мелочей. Он инстинктивно пойдет по тротуару со стороны проезжей части. Он накинет на вас свою куртку, если похолодает. Он будет искренне обеспокоен, если вы столкнулись с трудностями, и предложит помощь не для того, чтобы покрасоваться, а потому что ему физически дискомфортно от того, что вам плохо. Он будет внимателен к изменениям в вашем настроении и заметит, что что-то не так еще до того, как вы об этом скажете. Это не роль спасателя, это инстинктивная реакция на ценность, которую вы для него представляете. Он видит в вас нечто драгоценное, что необходимо оберегать. Мы с вами прошли через 7 врат мужского подсознания. Вы научились читать его взгляд, жесты, даже память. Но все это может быть лишь яркой вспышкой, если не пройдет проверку главным судьей – временем. Именно 8-й знак, о котором мы сейчас поговорим,
отделяет мимолетное увлечение от настоящей преданности. Это лакмусовая бумажка, которая покажет, действительно ли его чувство – золото или просто позолота. Если вы досмотрели до этого момента и готовы к финальному откровению, просто поставьте плюс в комментариях. Это займет секунду, а мы будем знать, что вы с нами и готовы к посвящению. 8-й и, возможно, самый разоблачающий знак – это последовательность во времени. Любое поведение можно подделать в течение короткого периода. Мужчина может изображать интерес, внимание и заботу несколько недель или даже месяцев, особенно на начальном этапе, когда бушуют гормоны. Но если за этим не стоит подлинной эмоциональной связи, маска неизбежно упадет. Начнутся знаменитые эмоциональные качели. Сегодня он горяч, завтра холоден как айсберг, сегодня он рядом, завтра пропал с радаров. По-настоящему вовлеченный мужчина демонстрирует последовательность. Его энергия, интерес и внимание стабильны. Это не значит, что отношения будут монотонными и скучными. Это значит, что они будут надежными. Вы не будете каждый день просыпаться с мыслью «А любит ли он меня сегодня?». Вы будете это знать, потому что его поведение будет подтверждать это снова и снова. Истинная привязанность – это не фейерверк, который ярко вспыхивает и гаснет. Это ровный, негасимый свет маяка, который светит всегда, в любую погоду. И именно эта последовательность – финальный и самый верный признак того, что перед вами не игрок, а мужчина с подлинными и глубокими чувствами. Как читать мужчину без слов? Теперь, когда вы вооружены этим знанием, у вас в руках не просто набор интересных фактов, а реальный инструмент для трансформации вашей личной жизни. Вы больше не будете блуждать в потемках сомнений, пытаясь интерпретировать его смешанные сигналы. Вы сможете видеть суть. Если в вашей жизни есть мужчина, который последовательно демонстрирует эти 8 знаков, поймите, это невероятная редкость. Это тот самый резонанс на уровне души, та самая встреча бессознательных «я», о которой говорил Юнг. Цените это. А теперь, прежде чем мы попрощаемся, мы просим вас сделать одну вещь. Нажмите прямо сейчас на паузу. И без галстуков, без попыток выглядеть правильно или умно, просто напишите в комментариях, что вы почувствовали во время этого разбора. Какое открытие стало для вас главным? Может, вы узнали в ком-то эти знаки? Или, наоборот, поняли, что вас водили за нос. Мы не осудим, а только поддержим. Это наше с вами пространство честности, где можно быть собой. Это знание также накладывает на вас ответственность. Если вы видите, что мужчина открывается вам, демонстрирует уязвимость и преданность, но вы в ответ выстраиваете стены из-за прошлых обид или страхов, эта драгоценная связь может быть потеряна. Настоящие отношения – это танец двух людей, которые решились снять доспехи. И самое главное, вы обретаете уверенность. Непоколебимую уверенность в своей способности отличить поверхностный интерес от настоящей любви. Вы перестаете зависеть от слов и начинаете доверять тому, что видите и чувствуете. И это, пожалуй, самый ценный подарок, который можно себе сделать. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые погружения в глубины человеческой души.